Здравствуйте. Почему мы часто слышим мнение о том, что боль, страдания, тревога, они нам необходимы? Что мы без этих эмоций не можем обойтись? Правы эти люди или нет? Я, например, считаю, что человек создан для счастья. Что у него всего две задачи – быть счастливым и избежать боли. А эти люди говорят, что боль нам необходима. Они правы или нет? Как вы думаете? Какое ваше мнение? Они правы в своей неправоте. Почему? Да потому что для того, чтобы жить, мы должны получать энергию. Я не говорю о какой-то там ауре и тому подобное. Нет. По нервным волокнам протекает только электрический ток. И для того, чтобы он протекал, он должен вырабатываться. Но сколько он протекает? Есть какие-то стрелочки, индикаторы? Есть. Эти индикаторы – это эмоции. Эмоции – это индикатор количества электрического тока, поступающего в наш мозг. Они показывают, сколько это электричество, сколько нервных сигналов поступает. И те люди, которые говорят, что без боли, без страданий человек не состоится, они правы или нет? Они правы для себя. Почему? Да потому что любой вид эмоций, я уже сказал, он просто показывает, сколько энергии человек получает. И те, кто говорят такие слова, те, кто проповедует подобную философию, они так и живут. Это их уровень эмоциональный, это их уровень энергетический. Они могут получить энергию только от боли, испытывая страдания. Но не способны они иначе получить. Почему не способны? Мы еще об этом поговорим. Но они правы в том, что они делятся своим ощущением. Но ваши ощущения и их ощущения – это разные вещи. А можно ли этих людей сделать счастливыми? Можно ли сделать так, чтобы они не испытывали страданий? Это канал «Аппаратная психотерапия», и я ее автор и ведущий, доктор Родион Кузнецов. Вот уже четверть века я занимаюсь математическим моделированием нервной системы. И на этом канале я делюсь практическим, прикладным значением данной модели. Каким образом эти формулы способны дать нам понять, а как мы живем, а как мы можем изменить свою жизнь, не ломая себя, испытывая удовольствие. Я уже сказал, что задача нашего организма, если быть точнее, нашей нервной системы, это испытывать удовольствие, при этом стараясь избежать боли. А почему стараясь? А почему просто не избежать? Да потому что энергию, которую мы прогоняем по нервным волокнам, электрическую энергию, вырабатывают рецепторы. И эти рецепторы способны превращать все виды окружающих их энергии в электрический сигнал. Так вот, эти рецепторы могут получать энергию как от внешней среды, от Солнца, Земли, электромагнитного колебания космоса, чего угодно, и внутренних рецепторов. А внутренние рецепторы – это те рецепторы, которые реагируют на изменения внутреннего состава организма. Но резкое изменение внутреннего состава – это боль. Таким образом, энергию для работы нервной системы мы способны брать либо от окружающего мира, либо от боли. И когда люди говорят, что человек должен испытывать страдания, они правы, потому что они получают энергию именно от боли. Они не способны воспринять энергию внешнего мира. Неправильно. Они способны ее получить, но слишком большие затраты энергии, слишком высокое сопротивление нервных волокон, электрическое сопротивление вот этих вот путей электрических не позволяет донести эту энергию до мозга в полном объеме. И приходится включать энергию боли. И эти люди действительно
способны жить только потому, что они испытывают боль, они испытывают страдания, они испытывают тревогу. Называйте любые негативные эмоции, и это будет правильно. И эти люди будут рассказывать, что это единственный вариант. Что он счастлив, когда он в бою убивает кого-то. И это правда. Потому что в это время по его нервным волокнам протекает колоссальное количество энергии. И он счастлив. А каким образом эта энергия вырабатывается, нашему мозгу абсолютно безразлично. Ему нужен электрический сигнал. Все. Все остальное его не волнует. И отсюда такое разнообразие морально-этических норм у каждого отдельного человека. Кому-то для того, чтобы быть счастливым, нужно создавать, кому-то разрушать. А кому-то нужно разрушать самого себя. И именно поэтому люди, которые говорят о том, что мы должны переживать все эмоции. Да, они очень красиво об этом будут говорить. Они будут привлекать философов, какие-то афоризмы, цитаты. А кто вам сказал, что это правда? Неужели вы сами себе не верите? Неужели вы думаете, что вы, именно вы, не надо думать обо всем человечестве, о своем ближайшем окружении и тому подобное. Нет. Неужели вы думаете, что для вас лучше будет испытывать страдания, чем счастье? И я уже объяснил, что счастье лучше. Потому что количество энергии, поступающее в это время, гораздо больше. А как это можно исправить? Если бы это было все так легко, то не было бы ни Ницше, ни Шопенгауэра, этих философов, один с философией ярости, второй с философией депрессии. Нет. Это достаточно сложно. Все методы психологии, психотерапии, религий, они в принципе пытаются это сделать. Но у них плохо получается. А можно ли что-то изменить? Я предлагаю вам попробовать метод аппаратной психотерапии. Именно попробовать. Потому что 5 суток после регистрации вы получаете бесплатно. Это время, когда вы можете проверить, работает это или не работает. Прежде чем тратить свои деньги, пусть небольшие, но ваши, вы проверьте, а будет ли это работать на вас. Если вы будете соблюдать инструкцию, то будет. Если вы считаете, что инструкция это для людей недалеких, глупых, в таком случае лучше ищите свой путь. Аппаратная психотерапия аудиокатарсис вам не поможет. Как она проводится? Да вы просто одеваете наушники, слушаете вот это гудение и продолжаете заниматься своими повседневными делами. Теми, которые вы в это время обычно и делаете. Аппаратная психотерапия – это разновидность физиотерапии. И ее задача не сделать вас счастливыми, не сделать вас спокойными, не сделать вас уверенными в себе. Да, она все это сделает, но это побочный эффект. Как я сказал, эмоции – это индикатор количества тока, поступающего в мозг. А задача аппаратной психотерапии – уменьшить электрическое сопротивление нервных волокон, увеличить количество электрического тока, поступающего в мозг, увеличить вашу энергию, сделать так, чтобы работы внешних рецепторов хватало, и вам стала не нужна для вашей жизни, для работы вашей нервной системы энергия, получаемая болью. Проводите сеансы аппаратной психотерапии. Изменяйте свое мироощущение. Наполняйтесь энергией, спокойствием, уверенностью. Более подробно о том, как работает наша нервная система, вы можете прочитать в книге «Медицина, которой нет». Ссылки будут даны в описании. Подписывайтесь на канал. Узнавайте, как вы еще можете изменить свою жизнь. И как аппаратная психотерапия вам в этом может помочь. Будьте здоровы, будьте счастливы, будьте полны энергии и испытывайте только одну эмоцию. Это счастье.